Вот такого нам монстра подогнали, да? Да. Короче, вся убитая. Видать, прошлый владелец ее очень любил и залюбил до смерти. Короче, вся какая-то пошарпанная. Ну вот, внутри даже полом... Ну, короче, двери открываются. Будем оживлять. Может, даже внешне как-то что-то сделаем, улучшим. Внутри, короче, мы имеем вот такую обстановку. Тут полноценный дифференциал с намеком на подвеску. Пружина. Здесь пружины нет, потому что она отломанная. Видать, ребенок, который играл, сильно играл. Динамик. Ватта на 2, наверное, на 3. Плата большая, которая за все отвечала. Вот, кстати, что интересно, здесь релюшки. Питание подаешь, релюшки срабатывают. Так, рулит у нас, короче, серво. Причем серво, как я понимаю, без мозгов. Как сказать, аналогово. Идет у нее 5 проводов, вот они выходят. Сначала что-то прифигел, блин, что такое, как это все, а потом так думаю, ну нормально. 3 провода от потенциометра, который положение отслеживает, 2 на двигатель, поэтому в принципе у меня есть сервы цифровые, можно будет плату подпаять и посмотреть, как она будет работать от 3 проводов. Это, короче, простой, я не знаю, простой мотор-редуктор, который, короче, вот эту планку двигает и вон те штуки нажимает, и двери открываются таким вот образом. Не знаю, оставить, не оставить. Выкинуть никогда не поздно. В общем, сейчас, короче, это надо восстановить подвеску, приклеить стойку с пружиной. Мотор 12-вольтовый от моей предыдущего Каена, который, к сожалению, сдох редуктор. Колеса не крутятся. Восстанавливать там уже нечего, потому что я не понимаю, что там сломалось. В общем, от драйвера от этого он пашет, этот мотор. Ну так, я бы ему дал бы вольт 16, посмотрел бы, как он будет подрываться. Ну, у меня нет 16 вольтей, к сожалению, пока. Что касаемо, не знаю, назовем это кабиной, вот эту верхнюю часть, светится вся как новогодняя елка, потому что здесь все в светодиодах, тут прям все в проводах, фары, салон, стопори, причем двойные, тут вот и вот, короче, ну и салон тут уже сзади светится, спереди панель прибора светится, потолок светится, короче. Вон там вот, в том месте светится. В общем, прикольная штукенция. Короче, первым делом мы сейчас будем ремонтировать подвеску. Нам надо, короче, открутить эту планку, демонтировать мост. Вот. Да, нам надо будет демонтировать мост, потому что клеить надо будет к мосту. Вот эту стойку, если так можно назвать. Вон она выломана. Вот он, родной мост.
Родимый, я бы сказал. Короче, протер, все чистенько. Мысек, ты мне помогаешь, да? Здесь вот сейчас дерьмо это все повытирать. Какие колесики мощные. Прикольно. Вот. Сейчас здесь. Сейчас, походу, вообще все пооткручиваю. Вообще все нафиг оставлю, голую пластмассу, наверное. Помою это все дело хорошенько, чтобы это все чистенькое было. Блин, бесит эта грязь. Все поснимал и помыл. Все-таки, блин, как-то хочется чистенькое все это, чтобы было. Еще мокрое. Вот. Все, короче, сейчас высохнет. Потихоньку будем чинить все и ставить на место. Вот, короче, незадача какая. Тут, получается, выломана была. Где она, блин? Вот она. Крепление для амортизатора, короче, было выломано. Но все не так оказалось, как я думал. Здесь еще выломана вот эта часть наполовину. Конечно, трэш. Походу на него, блин, взял кто-то и сел на эту машину. Соответственно, все это отломал. Надо будет сейчас, короче, выправлять, чтобы это все встало на место, на свое. И как-то, блин, проклеивать надо будет. Мост заклеил. Вот, прикрутил. Пока просто наживил, чтобы сильно это не нагружать. Ну, клей, в принципе, уже так подсох. Что когда я прикручивал, он еще мягенький был. Вот. Шикарный клей. Момент. Ну, видно, он так-то прозрачный, но он в реакцию вступает с пластиком. Он растворяет этот пластик и намертво к нему прилипает. То есть, если клей, допустим, еще вот можно там пальцем поковырять, то счистить его прям до пластика невозможно. Сделал, короче, здесь была трещина на самом прям редукторе. Усилил кусочками пластика, усилил, приклеил их. Вот, сейчас поверну. Блин. Вот, из того же пластика я сделал ребра жесткости дополнительные. Все проклеил. Ну, что я могу сказать? Клей окончательно высох, и я думаю, стал еще крепче, чем было до этого. Что пока не буду затягивать, пока в этом смысла нет. Будет окончательная сборка. Окончательно протяну. Так-то, в принципе, он чувствуется, что такой уже плотный. Не будем спешить, все равно пока в этом нет необходимости. Что касаемо привода на рулевую эту штуку. Так, сюда он так вот устанавливается. И что мы в итоге имеем? Я думал, вот это выходы потенциометра. Как же я заблуждался. Я-то думал, он поворачивает плавно, там, допустим, на определенный угол. Оказывается, эта штука, она поворачивает, она, по сути, ничем не отличается особо от рулевой машинки более дешевых машинок. Короче, по сути, у нее 3 положения. Вот это вот посередине, да, грубо говоря, назовем это нейтраль, то есть вот и вот. Здесь
Место, ну, я думал, здесь потенциометр, а здесь оказалось просто контактная колодка, по большому счету, которая отслеживает именно крайние положения, то есть крайнее положение и нейтральное положение. Вот, то есть разница между этим и более дешевым, где двигатель, чтобы удерживать колеса в повернутом положении, он всегда находится под напряжением. Вот. И отличие между ним и вот этим более продвинутое. То есть здесь двигатель не находится постоянно под напряжением. Он повернул вот эту штуку и все, и отключился. Когда нам нужно выпрямить колеса, он выпрямляет и отключается. То есть не находится постоянно под напряжением, соответственно, нет вероятности, что он сгорит, и нет просадки по питанию. Потому что на дешевеньких этих машинках, я думаю, в принципе, замечали, что машинку, когда вперед направляешь, там вперед-назад, и стоит только нажать поворот, сразу падает скорость. Это вот из-за того, что мотор заблокирован и под напряжением. Соответственно, проходит просадка, напряжение, и основному двигателю не хватает. Вот. Мыслей пока особо нет. Очевидно, что надо вместо вот этой штуки ставить обычную сервомашинку со всеми вытекающими сюда последствиями. Во-первых, да, ее будет сложнее смонтировать, потому что вроде казалось бы, это что, готово, поставил и все. Но я не люблю вот эти вот. Я хочу, чтобы у меня колеса плавно поворачивались в зависимости от рычажка, от положения рычажка. Поэтому, в принципе, я думаю, будем переделывать эту штуку. Привод открывания дверей. Честно говоря, под вопросом. Вроде как прикольно было бы, конечно, управлять дверями. Не знаю для чего. Вот. Но, во-первых, эта собака отломана, ее отломали. Здесь вот это вот. Как его, блин. В общем, вот эта часть, на которую дверь одевается, шарнир, она отломана. Вот, это целое. В принципе, есть мысли сделать для каждой отдельную серву. В принципе, у меня есть вон на той машинке останется рулевая серва. Маленькая такая, прям микро. Дополнительно взять вторую. Возможно, в принципе, сделать на них. Потому что что-то, этот вот колхоз. Серьезно. Во-первых, концевики стоят неправильно. В смысле, так их не монтируют. Я вообще не понимаю, что инженеры как-то так странно это все сделали. Поэтому мне что-то очень не хочется ее ставить. Такую фигню, бандуру такую. Спойлер. С двух сторон обломан. То есть вот этот огрызок, конечно, тоже как бы, не знаю. Вот такой динамик стоял. Он, в принципе, его показывал. Его жопу. Вот он спереди вот так выглядит. Наверное, песни какие-то пели. Играли. Повыдергивал все лампочки. Оказывается, тут лампочки были. Прям лампочки накаливания, маленькие такие. Вот. Там их такой прям жмень был. Короче, я теперь запасся лампочками накаливания, по-моему, на всю жизнь. Вот. Все повыдергивал, потому что пока не хочу этим заморачиваться. А проводов здесь очень много. Все это смонтировано некрасиво как-то. В том плане, что вот эта вот штука, она привязана этими проводами. Хотя это бессмысленно, здесь они не нужны. Надо было их вот здесь все смонтировать, протянуть, чтобы так отцепил.
чтобы ничего не мешалось. Ну, то, что они были все вот здесь была плата, да, вот здесь. В общем, где-то здесь плата, а вот здесь, по-моему, где штекер тыкался, и сюда сходились все провода. Это очень неудобно, потому что вот эта вот штука, ее не достать. Попробую сделать в 3D редакторе модельку, короче, которая будет, скажем так, иметь вот такую форму и крепиться вот на эти штатные крепления. Но с таким расчетом, чтобы на это было можно закрепить большую сервомашину. И ей уже управлять, куплю тяги регулируемые, и чтобы уже ей управлять поворотами. Потому что, во-первых, придется, блок управления какой-то делать, потому что напрямую Arduino управлять не получится. Вот, и как-то, честно говоря, вообще заморачиваться неохота. Проще как-то сделать крепление под сервомашину и уже решить этот вопрос раз и навсегда. Вот, поскольку у меня есть маленькая серво, я попробую одну дверь, наверное, сделать, чтобы она открывалась. Она как раз, по-моему, водительская, если не ошибаюсь. Или неважно, короче. Сделаем. Еще бы временно это находить. Вот, внешний вид бы еще привести, как-то покрасить. Ее было вообще супер. Так что, кому интересно, ну, подписывайтесь. Может быть, я в итоге что-нибудь путнее с этого и сделаю.